Друзья, всем привет! С вами Александр и канал Сапожник. В мастерскую мне принесли вот такую обувь. Такие женские типа ботиночки. Тут вот такой типа перелома. Ну, короче, одним словом, оно было стерто. Я уже обшлифовал его, обчистил. Будем его собирать. Я хочу уложить сюда профилактическую подметку полностью. Буду садить. И еще, наверное, сверху еще одну положу, там, но в 2 слоя будет. У меня есть там более тоненькая, она, как бы сказать, она не настолько скользкая, как у меня косичка. То есть буду в 2 слоя налаживать такую профилактическую подметку. Ну что, будем собирать и посмотрим, что у нас получится. Приступаем к работе. Нам нужно сейчас взять профилактику. Я беру профилактическую подметку. Косичка у меня есть. Ну, так как она зимняя, я боюсь, что она будет скользкая. Я сюда потом буду использовать еще поверх. Сначала эту как основу сделаю. И приклею потом GTO-шку. Тут 0,1 где-то миллиметра. Ну, тоненькая. Но она просто не такая скользкая будет. Так. Обрисовываем профилактику и будем вырезать. Так, немножко не так, вот так положу лучше. Как раз у нас тут в притирочку все получается. Так, один нога. А куда я второй положил? Куда я второй? Не его профилактикой накрыл. И второй так само. Так. Не вижу. Это моя ручка отказалась писать. Еще разочек отрисую. Я все равно, я ровненько буду вырезать. То есть вот эти обрезочки потом куда-нибудь, где-нибудь пригодятся. Так. Обрисовали. Чтобы нам контуры видно было. Где отрезать? Ножик у меня рапитовый, я использую. Так. Один, второй. Мы излишки потом все равно уберем. Так, я сейчас... подождите, перед тем как обтачивать, сейчас, наверное, мы возьмем Супер Стронг гель. Беру 3 девяточки. 3 девяточки. Один в рукавичке, вон, на кожу попадает, потом с кожи слазит. А потом пальцы болят у меня. То предпочитаю в последнее время одевать рукавички. Так, нам надо вот эти трещинки
посклеивать, чтобы они в куче у нас держались. Я нагреваю, предварительно делаю небольшой подогрев. Не сильно, чуть-чуть. Нам нужно дать нагрев, чтобы оно тогда просто клей лучше берется, когда оно теплое. И вот эти места я просто смазываю клеем чуть-чуть, подкапываю. Нам его надо собрать просто в кучку. Все. И как всегда не положил сразу тряпочку под руку. Вчера людей пользовался. И не то, что мне надо, попадается. Сама кожа. Ну да ладно, возьму эту. Нам нужно придавить хорошо, чтобы оно взялось. Вот это я потом лишний раз на наждачку просто пройду-то и все. Так, тут у нас подхватилось. Просто залью сильнее немножко. И пусть высохнет. Ох, едкий клей. Так, отложу одну. И вторую. Тут больше. Видите, как сами видите, разлом более, чем там. Сейчас немножко подогрев делаю. И надо склеивать его. Так, намазал. И теперь его прижимаем. Вот. Оно будет то, что нам и надо. Так, все. Тут я подхватил, оно держится. Основной разлом это уже квадратики. Тут сама подошва такая. Мы ее заливать особо я тут не планировал. Так, теперь переходим до станочка. Сейчас я обточу профилактику. И будем приклеивать. Так, включаем свет. И включили станочек. В принципе, я думаю, на суперструн можно было просто растворителем его пройти, то есть оно будет держать. Ну, все-таки лучше пройдем наждачечкой его. Вторую мы так само обкачиваем. Все, обточила, она широковато немножко стала. Еще одно. Вот этот суперклей. Немножко, чтобы ровненькое было, чтобы не было лишних нет тут нам никаких. Так, все. Переходим на основное место наше. Продолжаем нашу работу. Так, берем фен. Нам надо подогреть немножко, дать нагрев. Вот эту, ну, саму резинку и, соответственно, саму поверхность. Я буду на супер строн гель садить. Так как я просто-напросто я не уверен, что будет здесь нормально держаться дисмокол. Не знаю, вот есть какая-то неуверенность, я лучше посажу на суперстрон. Он 100% держать будет. Так, приступаем к прогревке.
Нам нужно, чтобы оно было тепленьким. Оно тогда лучше будет браться у нас. Так. Приступаем к намазыванию. Я сейчас начинаю с каблучка, сразу каблучок пройду. А потом уже будем плавно идти наперед. Ну, начинаем мы с каблучка. Тряпочка, смотрите, чтобы была под рукой тряпочка. Клей имеет свойство растекаться. И чтобы его вовремя, как говорится, вытереть надо будет нам. Так, сейчас сразу по чуть-чуть будем идти, оно будет ухватываться у нас. Это у нас основа. И потом уже будем GTO-шку клеить. GTO-шку мы уже будем клеить на обычный, на десмокол. Хотя можно на арит, думаю. Не, десмокол все-таки. Наверное, лучше посадим. Так. Задник у нас хватанулся. Клей быстро хватает, смотрите, он мгновенно ухватывает. И теперь мы будем по чуть-чуть проходить вот тут. И приклеивать. Вот так. Раз. Ну, посмотрим, чтобы не потек он у нас. Нам нужно, чтобы он у нас брался везде. Края в основном, смотрите. Продуваю. Он растекается по краешкам. Так, взялся, немножко подогрев. Теперь надо дать передочек. Так, продолжаем мы наливать. Это у меня чуть-чуть подзабилось мое сопло на клее. Надо его почистить. Сейчас будет. Значит, у меня немножко протекло. Сразу вытер его. Не оставалось. Давай, если останется, высохнет, ничего не сделаем потом. Так как это супер клей. Чем мне с ним нравится работать, что он мгновенно хватается. Но за счет того, что он не просто супер, что он гель идет, у него вязкая структура. И получается, за счет этой вязкой, то есть можно вот такие поверхности, где изгибы, он, то есть он не ломается так, как обычный суперклей. О, почистил лучше и побежал сразу. Так, выставляем. Сейчас все рукавицы свои склею. Прекрасно. И завершающий аккорд уже носочек у нас идет тут.
О. И он растекается, я его раздую, он получается по самим краям везде немножко позаливает лучше. И теперь будем отставлять, пусть высыхает. Сейчас ухватится. Немножко надо было подогрев дать, а я не дал. Больше хвататься начало. Так, все. Этот везде у нас уже. Немножко сейчас нагрею его и отставляю, пусть высыхает. А мы со вторым мы ту же самую процессию будем делать. Я уже его показывать просто не буду. Уже покажу, когда оно у нас полностью ухватится. Я буду обрезать дальше и обтачивать вот эту часть, чтобы приклеивать уже непосредственно низ, саму основу вот эту. Клей высох, сейчас я его буду обрезать. Обрезаем по кругу, потом мы его вырежем. Второй слой. Это все надо убрать. Излишки. Так, первый обрезанный. И со вторым то же самое проделываем. Так, вот внизу стоит. Обрезаем все эти излишки. Их не должно оставаться у нас. Все, обрезано. Сейчас мы обрисовываем GTO-шку, профилактику. Она у нас тоненькая, чтобы был хороший след. Так, ручечка где моя? И вторую. Обрезали. Обрезаем. Так. Сейчас я вот это все пообтачиваю. Обточу. Подгоню аккуратненько на наждаку. Пройдусь вот эту частью. И потом вот этот цвет немножко уберу. Он тут не будет его.
То есть у нас должен быть, вот он будет след, вот этот. Так что я сейчас обтачиваю и потом мы продолжим. Так, включаем. Смотрите, вот это мне надо вот этот глянец весь убрать. Я его буду убирать. Тут нужно подставочку, потому что она гибкая, я не смогу нормально его обтачить. Но глянец весь надо вот этот убрать, его не должно быть здесь. То, что будем садить на дисмокол, должна поверхность быть шершавой. Пыль всю я вытираю. Все, смотрите, что у нас получилось. Мы глянец сняли. Тут у нас прекрасно получилось. Теперь вот эту часть надо пройти, подогнать под подошву, чтобы она у нас была притирочку с подошвочкой. Делать под один, чтобы было. Теперь я буду проходить вот эту часть, убирать. Тоже вот этот рисуночек мне надо убрать, чтобы приклеить вторую. Хотя можно и вот это оставлять, но я сделаю еще одну наслойку из-за чего-то, что эта часть немножко скользковатая будет. Мы сделаем двойную накладочку. Та профилактика менее скользкая. То есть нам надо убрать вот этот рисунок. У нас было ровненьким оно. Так, все. Смотрите. Снятый рисуночек. Она у нас теперь гладенькая. Все прекрасно. И со вторыми мы то же самое проделываем. Я сейчас обточу его, вам этого уже буду. Второй я не буду показывать. И перейдем уже на наше место, будем продолжать дальше. Теперь вот это все я буду проходить растворителем. У меня растворитель для алкидных красок. Можно использовать 647. Я облюбовал именно вот этот растворитель. Довольно-таки неплохой, скажем так. Так, проходим одну. Из-за чего я прохожу тут растворителем? Потому что после наждачки, во-первых, пыль остается. Ее надо вытереть, чтобы ее не оставалось. Во-вторых, сама наждачка, она что тоже мелкий камушек тут может оставаться на самой резине. Вот такая какая-нибудь пылючка. Его надо все время, по-любому очистить, чтобы его не было перед тем, как садить на клей. Так, тут я вытер. Пусть высыхает. Он высыхает мгновенно, в принципе. Сейчас дотираю. И у нас будет чистенько. Все, замечательно. Клей мы будем использовать сар. Баночку сара показываю. У меня уже налитый он. Прозрачный сар. Так, растворитель закрутить надо было. Выдыхается. И приступаем к намазыванию.
Но это довольно пыльная работа, чтобы вы понимали. Вот такие вещи, когда ставятся, это очень пыльная работа. Потому что когда точишь, это что-то с чем-то. Ты нюхаешь пыль. У меня, к примеру, это еще и вдобавок нету, ну, не стоит вытяжки никакой нету. Хотя надо, конечно, ее сделать. Все ж таки это я нюхаю всю эту гадость. Ну, даже если бы вытяжка стояла, все равно она полностью не вытягивает. Вот как бы ни хотели, она все не вытянет. И пыль довольно такая едкая. Так. Помазываем. В основном я мажу всегда на края выхожу. Смотрите. Он тянуться уже начало. Мы будем еще второй раз промазывать его. Так, отлаживаем. Берем и намазываем саму профилактику. Все, проходим. Так, намазали. Я сейчас буду второй промазывать. Промажу второй лапоть и профилактику. Потом оно у меня 20 минут как минимум, может даже больше. Чуть-чуть пусть высохнет, полежит. После этого я возьму повторно, еще раз промажу. И потом положу его до полного высыхания. Ну, тоже где-то минут 20 где-то еще после этого. И потом мы уже продолжим, когда будем, ну, покажу сам процесс уже склеивания. Друзья, клей высох. Мы его будем нагревать теперь и уже усаживать на саму подошву. Нагреваем феном. Стараемся не перегревать, а нам надо его нагреть. Вот я не знаю, сколько там, градусов, наверное, 50-60 где-то дается. Точно не буду прикать. Вот, говорю сейчас. Вот перегрев тоже нехорошо для клея. Так. Открываем подошву. Клей у нас уже высох. И теперь мы его приклеиваем на место. Вот оно. Опа. Так, хорошенечко вжимаем его. Ой. Я на подстановочку поставлю и обожму. Так, смотрим, чтобы везде взялось, особенно края.
Так, отставляем. И второй так само. Берем и нагреваем. Начинаем с профилактики. Хорошо, остыло. Теперь берем и вот это добро обрезаем. Я ножницами буду обрезать, оно легко режется. Чтобы ножиком не подрывать его. Все дорезаем аккуратно. Отставляем. Вторым то же самое делаем. Убираем вот эти все излишки. Можно ножом его. Но ножом надо всегда смотреть аккуратно, потому что бывает при обрезке можно подорвать его немного. То есть стараться, если резать, то как во внутреннюю часть, чтобы не вот сюда выходило. Так, обрезано. Теперь переходим до станочка и будем уже завершающая фаза его обтачивать. Включаем станок и проходим вот это все, подгоняем, чтобы оно было одноцельное у нас. Убираем все излишки. Так, я немножко кромку сниму, но более симпатичный получится у нас. Смотрите, ну как одноцельное получается. Со вторым мы то же самое проделаем. А потом уже, когда вот это все обточим, остается только навести красоту. Друзья, работа сделана. Сами смотрите. Объем поставлю, покажу. Переломов все закрыто. Все держится прекрасно. Так что вот таким нехитрым способом, да, эта работа пыльная. Конечно, надо повозиться. Но, тем не менее, эта работа делается и исправляется. Как видите, вот там были разрывы, мы все исправили. Ну, что я скажу. Конечно, лучше бы, если бы это была подошва след. Есть такая в продаже, продается там, по-моему, она где-то 3,5 до 4 миллиметров. Она, конечно, лучше, но у меня ее в наличии на данный момент нету, то пришлось выходить вот таким образом с положения. Но вот это все, в принципе, все исправляется, вы сами видите. Так что, если вам видео было полезным или оно понравилось, ставим лайк, не забываем подписываться на канал и оставляем комментарии. Это помогает продвижению нашего видео. Спасибо всем за внимание. С вами был Александр и канал Сапожник.